Привет, народ! И в этом видео с вами поделюсь своим топом 5 альткоинов на этот альт-сезон, на 2025-2026 год. На иксы такие альткоины сочные, которые могут взорваться и дать большой профит. Поэтому видео будет очень интересным, полезным. Влепите ему лайк, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, а мы полетели! Начнем с моего первого альткоина, моего самого любимчика из этого топа, это Aptos. Я его накапливаю уже очень давно, еще с 2023 года покупал здесь вот, у меня средняя 6,5. И до сих пор вот он как бы находится на этих вот отметках, даже чуть ниже, то есть возле дна он находится. Поэтому как бы это отличная возможность, чтобы накопить данный альткоин. Почему именно Aptos? Во-первых, у него структура очень интересная, то есть у него четко выраженная зона накопления. Вот, отдалитесь, посмотрите. Это просто зона накопления, четко выраженная. Такая же, как была на BNB перед 2021 годом, когда он улетел просто в космос. Вот, поэтому Aptos выглядит технически очень красиво. Мы находимся прямо сейчас возле на дне, то есть вот прям, ну прям реально дно. Но ниже там еще куда, ну там на 2 бакса, там 2,5 там сходить, на 3. Ну как бы не сильно большая разница, если вы будете там держать и до отметок, допустим, прошлого АТХ, либо даже выше. Мои цели, минимум, где я буду, наверное, забирать свои вложенные, это 35-40, то есть в этом диапазоне. И мои прям цели долгосрочные, это 50, 100 и выше сотки, там 150, туда вот, вот сюда вот. Как бы это небольшие такие иксы. Давайте посмотрим, сколько, давайте хотя бы до 50. 50 это у нас 800% роста. Если там 150, то это у нас 2590% роста. Соточка это у нас 1700% роста. Это нормальный такой рост для альткоина на альт-сезоне. Также мы видим большие объемы, то есть прямо сейчас на дне именно откупают. У нас вот большие объемчики заходят, кто-то накапливает позицию в данной монете. Токен, ну сам проект вообще строит Web3 экосистему, будущее финансов, стейкинги, протоколы всякие ликвидности, супер быстрые транзакции, супер маленькой комиссии. Вот если вы пробовали делать перевод в Aptos, они происходят просто моментально. И комиссия там, ну там даже цента нету, там, то есть комиссия вообще супер копеечная. Это один из самых лучших и быстрых блокчейнов. Ни Solana, ни Ton, это все пыль, это шлак. Вот Aptos это реально быстрый блокчейн, который работает без сбоев и четко все производит. Также там поддержка от BlackRock, Franklin Templeton, с Ondo, с RWA они работают. То есть Aptos сейчас топ-3 проекта в RWA, то есть по токенизации активов. И в AI они работают. То есть это проект, который прям именно заточен под будущее финансов. Он работает с крупными институциональными игроками, с крупными фондами. Поэтому как бы большая надежда у меня на этот проект. У меня большая сумка в нем лежит. Из всех проектов, которые у меня в портфеле есть, у меня самая большая сумка лежит в Aptos. Все свои Aptos я стейкаю на Amnis Finance. Я недавно снимал видео про Amnis Finance. Там можно стейкать Aptos, еще дроп получить. Я уже получал дроп за первый сезон, сейчас уже второй сезон идет. Поэтому у меня Aptos в стейкинге лежит, он у меня накапливается с 2023 года. Я его не продаю, потому что мои цели минимум 35-40, где я буду фиксироваться, минимум. Если вы более такой консервативный человек, то вот когда мы будем подходить к прошлым хаям, то есть 19-20 баксов, здесь можно часть зафиксировать, забрать вложенное. И дальше держать на 35, 40 и 50 и выше. То есть, но мои цели именно 35-40, то есть я готов этот альткоин держать и год, 2, 3, 5 лет, 10 лет, мне все равно. Я вижу, как они разрабатывают, что они делают. Там очень умная команда, бывшие сотрудники Мета. Поэтому этот проект именно нацелен на очень долгую дистанцию, на очень долгую дистанцию. Но при этом он имеет шанс стрелять в 2025-2026 году. Но вот разработка, то, что они делают, мне очень нравится. Поэтому Aptos занимает в моем сердечке первое место. И в данном топе занимает первое место. Погнали ко второму альткоину. А перед этим я вам рекомендую подписаться на мой телеграм-канал Bendy Gang. Ведь тут выходит самая топовая информация по криптовалюте. Новости, мои сделки, которые я открываю, делюсь своими, там вот рассказываю что-то про рынок. Там очень много всего интересного. Вот сделки вам давал. Вот эти вот можно было забрать, вкусный профит. Поэтому, если вы хотите зарабатывать в криптовалюте, вам интересна крипта, новости, сделки, вообще все, что связано с криптой, то залетайте в Bendy Gang, ссылочка находится в описании. Следующий альткоин, он тоже стал одним из моих любимчиков, это LDO. Ликвидный стейкинг, либо лида, ликвидный стейкинг на эфириуме. То есть протокол стейкинга, где вы можете свой эфир занести, и далее там уже как бы, получать доходность. Вот. Этот протокол имеет очень огромный TVL, там около 30 миллиардов долларов. Это TVL в одном протоколе на эфириуме больше, чем во всей экосистеме Solana. То есть протокол максимально заряженный, и там очень огромное количество людей стейкают на миллиарды долларов своего эфира. И поэтому вот я именно выбрал такой альткоин, как топ-2. Я вот тоже накапливаю, у меня тоже портфель есть. Мы видим большой рост объемов прямо на дне. Покупайте сейчас как можно, как минимум можно купить с текущих. И там, допустим, часть ставить, если мы вдруг еще раз спустимся ниже к, допустим, вот этой вот зоне. Но в любом случае цель по данному альткоину видите на экране. Это, ну, 3 баксов это просто, типа, мы придем к прошлому пику. Здесь можно забрать вложенные потом 7, 10 и 12 долларов.
Это такие консервативные цели, куда у нас может прийти данный альткоин. Это не будет какой-то там супер вау рост, чтобы там невозможно что-то. Давайте посмотрим. До 12 баксов это рост на всего лишь 1000%. До 7 баксов это рост всего лишь 500%. То есть, ну, это не какой-то прям супер вау, там невозможное. Это вполне такой нормальный рост. Вот недавно Zora стрелял на 200%, CFX стрелял на 200%. Но вот если LDO выстрелит на 200%, то он будет стоить, ну, давайте посмотрим, $3, 3-4 бакса. То есть, ну, как бы, можно забрать, что будет вложено, это будет x2 к вашей сумке, то, что вы вложили. Мне нравится технически, опять же, график выглядит как накопление, точно самое, что на Аптосе. Только на Аптосе там такая с раскачкой, здесь такая более плавная волна идет. Но это в любом случае зона накопления, из которой мы будем выходить. Может, даже сюда куда-то выйдем, вот в этот диапазон. Это будут супер иксы, мне будет очень вкусно и приятно. Но опять же, первую пачку, где я буду фиксировать, это 6-7 баксов. Вот я буду фиксировать свою первую пачку с данного альткоина. Вот потом уже будет держать дальше выше на перехай. Этот альткоин может вырасти, потому что примут стейкинг на эфириум. Его в любом случае примут, потому что BlackRock уже подали заявку на стейкинг эфириума. А у BlackRock почти все заявки одобряются. Только есть одна заявка, которую не одобрили. Стейкинг ETF позволит эфириум покупать на фондовой бирже. У нас уже как бы есть ETF на эфириум. Но люди смогут, инвестора всякие, покупать этот эфириум и ложить его в стейкинг, получать проценты. На фонде это называется дивиденды. Вот, поэтому этот протокол у нас самый топовый протокол стейкинга на эфириум. Поэтому он, вероятнее всего, при одобрении стейкинга, если это будет тема качать, ну, в принципе, если эфириум будет расти, то LDO будет гораздо сильнее расти, потому что это альткоин. Потому что ликвидность сначала идет в эфириум, а потом уже с эфириума перераспределяется в другие альты. Поэтому LDO занимает второе место в моем топе. Также хочу напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Туда можно вступить по ссылочке в описании. Там я делюсь сигналами по трейдингу, то есть свои сделки даю, также скидываю сделки других людей. И можно вот зайти как бы заработать вот неплохо так-то. Также здесь есть чатик, где мы общаемся, тоже делимся какими-то своими сделками. Есть вкладочка новости, там новости выходят. Инвестиции, что лично я делал, вот DYDX покупал, Ondo покупал недавно. То есть все по моему портфелю, что я делаю, что покупаю, что продаю. Потом есть спот трейдинг, тут даются мемкоины. Вот недавно мемкоин на 3 икса выстрелил. Потом сливы мыслей из приваток, то есть это приватки других блогеров. И сюда сливаются их мысли, что они думают там по рынку сейчас. DeFi, там я рассказывал про стейкинги и прочие всякие пулы ликвидности. Потом анализ токенов. Здесь я делюсь, как я анализирую токены, что нужно смотреть перед тем, как покупать альткоин. Потом обзоры проектов, там обзоры проектов, airdropы, сливы курсов. Здесь находится огромная база курсов на десятки тысяч долларов. И это все вы получаете, вступив в криптобазу. Курс по трейдингу, с нуля можно обучиться трейдингу. Образование, там полезные статьи, видео по крипте. DEX торговлю, можно обучиться торговле на дексах, мемкоинами. Поэтому те, кто хотят зарабатывать в крипте, переходите в криптобазу, ссылочка в описании, там можно ознакомиться, как туда попасть. Следующий альткоин прям такой high риск на большие иксы, это DYDX. Это у нас DEX платформа, DEX Trading, Perpetuals. Достаточно таки популярна, на ней много кто торгует на фьючах. Да, это не хайперликвид, но все-таки DYDX тоже очень такой интересный проектик. Посмотрите, тут конские объемы на дне, то есть кто-то накапливает позицию. 97 токенов находится в руках кошельков китов. То есть уже большую часть эмиссии забрали с рынка. 97, прикиньте, 97% всех токенов уже в руках крупного капитала находится. Но как бы они покупают токены для того, чтобы задампить свою сумку явно. Они будут ее пампить наоборот. И продавать эти токены уже по хаям, ритейлу. Также команда проекта откупает свой токен, то есть на часть комиссионных, которые они получают с людей, которые торгуют на их бирже, они откупают свой токен. Это тоже у нас хорошая такая система, дефляционная, можно сказать, когда команда сама тоже откупает токен. У меня цели, вот у меня есть FIBA натянутая, да, и у меня цели это 0.5, 0, 618 уровень по Fibonacci. Это 15 баксов примерно, 15-16 баксов, вот сюда вот. Сейчас мы находимся прямо на самом дне, ну практически на самом дне. То есть покупать сейчас не поздно. Минимальные цели вот выделены на графике, это 2.6, это 300% роста, и 4.4 это 569% роста. Если до моих целей, вот сюда вот, то это 2100% роста. То есть можете сами прикинуть, сколько вы можно заработать в потенциале. Даже с тех же 100 долларов, если вы вложите в DYDX. Но опять же, это high риск монета, потому что, посмотрите, у нас как бы есть ярко выраженная зона накопления, но у нас очень сильно его укатали, то есть 2021 года он стоил 27,8 баксов, сейчас он стоит 65 центов, то есть укатали просто на 98% этот альткоин. Но при этом у нас ярко выражена зона накопления, а растут объемы, токены отбираются, большая часть эмиссии 97% в руках китов, токены откупаются, платформа работает, они зарабатывают бабки, то есть, ну, как бы, готово такое решение, проект, который уже зарабатывает, это очень хорошо, потому что команда, значит, живет, у них есть деньги, чтобы там продвигать свой проект на какие-то свои разработки. Также графический проект выглядит очень хорошо, поэтому DYDX у меня тоже есть в портфеле, и он занимает третье место. Но мы погнали к четвертому месту. Четвертое место это всем известный Arbitrum, это у нас Layer 2 поверх эфириума. У нас Layer 2 вообще не стреляли, они как вышли, там немножко пропампились и все укатались, там что оптимизмы, что арбитрами, что Старки, ZK, все, что там L2 выходило, оно все укаталось. Поэтому вот есть такой вот альткоин,
И у него очень огромный TVL, на нем очень много всего разрабатывается, много сотрудничеств. То есть, ну, проект живет, он живет, развивается, и это видно по тому, по разработкам, которые идутся, и по растущим TVL. TVL это заблокированная стоимость, сколько денег прям лежит в проекте. И эти все показатели фундаментальные, они очень сильно растут, но при этом цена не успевает. Обычно цена догоняет потом за фундаментальными показателями, даже перегоняет, идет переоценка проекта. Вот, поэтому этого пока что не случилось. Мы также видим большие объемы прямо на дне, у нас были здесь большие объемы перед ростом, сейчас у нас большие объемы были перед этим мини-пампом, и сейчас у нас тоже заходят большие объемы. То есть токен активно откупается, уже тоже большая часть эмиссии находится в руках крупного капитала. Я натянул такую Fibonacci. Также, если посмотреть более локально снизу, то мы видим уровень, прям к которому мы уже подходили. Раз, два. И скорее всего будет пробой. То есть мы подойдем к этому уровню 67-68 центов. И далее уже полетим куда-то выше. Также у нас идет закругление. То есть закругление нам говорит о том, что идет разворот тренда. То есть постепенно хаилы и начинают повышаться. И это очень хорошо для дальнейшего роста данного альткоина. Если он вернется с текущих, если он вернется, давайте так примерно прикинем, с текущих до ATH, это у нас 400% роста. Если у нас 3,8 будет баксов, давайте чуть ниже, так, 3,65, это 600% роста. То есть такой неплохой рост можно забрать. Это очень фундаментальный проект, который работает, который живет, это не просто там какая-то пустословка, что мы там занимаемся технологиями, делаем. Они реально работают, они реально сотрудничают, они реально делают, поэтому арбитр у меня тоже есть в портфеле и занимает у меня 4 место. Но мы погнали к 5 месту. 5 место это токен Ape. Экосистема байков Bored Ape Yacht Club Other Side. Возможно, вы из вас там, если кто-то пришел в рынке, вы ничего не поняли, что я сказал, но как бы эти ребята, они в рынке уже давно, очень давно, они с 21 года как бы свой токен выпустили, но и разработку они там ведут, там NFT коллекции, вот эти обезьянки, которые стреляли в 21 году, я думаю, даже те, кто в крипте не был, они все равно видели этих NFT обезьян, байки. И также они сейчас делают свою метавселенную Other Side, которая там сейчас вроде как в бетке, но ее хотят релизнуть для всех, и там можно будет наши NFT как персонажи использовать, и NFT, ну типа NFT и токен Ape, это будут главные типа экономические факторы этой метавселенной. Поэтому я данный альткоин накапливаю. Графически у нас тоже идет, получается, зона накопления с постепенным снижением, но у нас объемы не сильно растут. Вот это меня огорчает, что типа не такие сильные объемы, как, допустим, на Аптосе, Арбитруме, DYDX, то есть объемы тут гораздо меньше, но в любом случае у нас тоже идет постепенное закругление. И прямо сейчас токен находится прямо на дне, то есть тоже, если там вы вдруг захотите купить, опять же, все, что я сказал в этом видео, это не финансовая рекомендация, это мои альткоины, которые я держу, это мой топ-5, который я верю и который я откупал, которые у меня сформированы в портфеле. Как бы консервативные цели это могут выступать вот эти вот хаи, это прям консервативно, давайте с текущих посмотрим. Это у нас 264% роста, 800% роста, но мои цели вот здесь вот, это 1900% роста, то есть тоже 14-15 баксов, как по DYDX, потому что это у нас 0,5, но 618 уровень по Fibonacci, поэтому как бы вот сюда, это называется отскок до хэклошки, это даже не прошлый пик там 21 года, поэтому данный альткоин я держу, удерживаю, фиксировать я его буду, ну, как минимум, вот после этого уровня Fibonacci, то есть около 7 долларов, 6,91, здесь я там заберу вложенные какую-то прибыль и остальное оставлю на перехай. То есть альткоин еще даже не стрелял, он постепенно укатывается, находится в такой зоне накопления. Это тоже high риск, но на большие иксы 1900% роста, если дойдет до этого вот 0,5 уровня по Fibonacci, это довольно-таки много. Поэтому такой вот альткоин на high риск, опять же, то, что он будет использоваться в всей экосистеме Otherside, это может поспособствовать росту, потому что компания, вот Yaga Labs, которая этим всем занимается, они очень хорошо шарят в маркетинге, у них очень много денег, поверьте мне, если они захотят, они раскачают. И, кстати, очень сильно комьюнити, там ребята, где холдят этих обезьян, токены кто холдит, конференции еще устраивают, то есть ну, там очень сильное такое сообщество, которое тоже поддерживает данный проект, и это тоже является хорошим плюсом. Ну что такое топ получился? Это Aptos, LDO, DYDX, Arbitrum и Ape. Напишите в комментариях, какие вы альткоины из этих держите, либо какие вы хотите купить, либо может у вас какой-то свой топ есть, мне будет интересно почитать, так что делитесь в комментах. И давайте подписывайтесь, потому что я даю топовую информацию, максимально полезный контент, мне будет очень приятно, если поставите видосику лайк, он будет продвигаться. Поделитесь всеми друзьями, смотрите прошлые видео, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока!